Всем привет. Я не верю, что я это говорю, но мы с друзьями получили визы в Европу. Следовательно, пришло время для долгожданного Евротрипа. Но, так как из нашей великой могущественной страны Россия, прямые рейсы до Европы не летают. Но мы не отчаиваемся, потому что это означает то, что мы можем увидеть больше стран, чем планировалось. Летим мы с пересадкой через Турцию, и вот уже сегодня ночью, пока что только вдвоем, вылетаем в Стамбул. Мы уже готовы выезжать в аэропорт. Через 8 часов мы будем в Стамбуле. Это сосиска просто. Она не функционирует. Лайфхак есть ТикТока. Мы уже на дороге туда, вот так вот, что будет обратно. Мы в аэропорту. В Стамбуле. Ну все, ребят, расчехляем. Сейчас все вещи перекладываем сюда. Но мы вообще профи. Мы за минут 15 уже все прошли. Паспортный контроль, багаж. И еще и симку подключили. Ня. Ребят, все, мы приехали. Вот наш автобус. Он привез нас не туда, куда мы планировали приехать, поэтому мы находимся сейчас в 30 минутах пешком от дома. Я не знаю, Лина хочет пешком прогуляться вот с вот этим всем. Я понесу. Привет, мераба, друзья! Мы заселились, мы дошли до нашего отеля. Это было очень тяжело. Чуть-чуть построили глазки дяди на ресепшене, и он нас заселил пораньше. Такой номерок 2×2, шикарный вид из окна. На этот раз вот так. Внимание на нашу ванную комнату. Очень даже просторненько, миленько. И самый главный сюрприз. Немножко поломано. Ну ладно, мы не привередливаем. План сейчас такой: немножко отдохнуть, привести себя в порядок и пойти исследовать эту местность. Ребят, реклама колы! Да. Вы когда такое последний раз видели? Вот смотрим телеканал «Звезда». Вот это вот особенный вайб, вот это вот прочувствуйте, иностранный телек смотреть. Мы обменяли валюту на Гранд-базаре, нашли довольно хороший обменник с хорошим курсом. Как нам сказал LGBT, мы просто фоткаем курс и спрашиваем у LGBT, выгодно ли тут обменять деньги. Знаете, тут такой прям турецкий вайб, я как будто бы оказалась в турецком сериале. Но проблема в том, что мы не шарим за все это. Я не смотрела ни одну серию Хюррем Султана. Это как будто бы немножко не наш вайб, мы его не чувствуем. Не можем ощутить полноту того, где мы находимся. Мы, кстати, заметили, что тут, как и у нас в Башкирии, есть культ на чай. Люди постоянно ходят с этими чашечками и огромными подносами и носят друг другу чай. На самом деле людей очень-очень много. Какой-то кипиш происходит постоянно. Мы нашли ресторанчик, зашли покушать, и нам уже принесли хлеб. Так, нам принесли чечевичный суп. Очень вкусно. Да? Реально. Суп-пюре. Это традиционный турецкий суп. Реально очень вкусно. Как это делать? Да. И макать хлеб. О, да. Итак, мы подошли к мечети, мы живем прямо близко к культурному центру. Да, это голубая мечеть. Так, это на реставрации стоит у нас мечеть Айя София. Ой, я не знаю, что тут происходит с воздухом. Он такой накуренный, такой сухой, очень странный, что я в линзах, и у меня очень сильно сохнут глаза здесь. Хотя у меня почти никогда глаза не сохнут. Началась молитва.
Мусульмане совершают намаз 5 раз в сутки, и у каждого есть свое время и название. Если вы посещаете мечеть как турист, то во время намаза и за 20 минут до него вход закрыт. Короче, к нам постоянно подходят какие-то мужики со смолтоками, и сейчас подошел еще один русскоговорящий чувак с собакой, и к нам пришла владелица этой кофейни, потому что она подумала, что этот чувак к нам пристает. Она вот села рядом и начала его отпугивать своим видом. Да. Итак, ребята, за сегодня апдейт. Плюс 2 новых подписчика турка в Инстаграме. Плюс 10 в директе и у Лины, и у меня. Все в запасе пока сидят. Hi, baby. Hello, sweetie. Сегодня на таком вайбе. Познакомились с каким-то чуваком на Давинчике, и сейчас идем с ним гулять, короче. Вот супер туристическая улица, ресторанчики, и переходим на нашу улицу. И тут ту-ту-ту-ту. И вот так на цыпочках. Тихо, не спеша, идут кошмарить Стамбул. Сними голову. Can I do selfie? How many days are you going to stay here? For 5 days. For 5 days. You have plans in these days or not? Yes. For today, yeah. For today. What about the rest of the days? For tomorrow also, yes. What after? Мы нашли себе личного гида. Мы едем в метро. Впервые в турецком метро. Kinda nervous. Это наш лучший друг. До Турции это долго доходит тренд. Смотрите на эту ночную стамбульскую жизнь. Мы пришли к башне, Галатской башне. Не, я слышала историю, как ты что там. Не помню. Если парень с девушкой оба впервые туда поднимаются, то типа они навсегда. Если бы не знали мы здесь местного, нашего лучшего друга в Турции, мы бы ни за что в жизни не нашли это место. Видите, как завайбовано, как будто в сериале. Это какая-то самая популярная лестница здесь. И тут все сидят и пьют напротив бара. This is my new friend. Hello, my name is Mirza. I'm a friend of Lina. И на самом деле в этот день мы познакомились с огромным количеством людей. Возвращаемся в наш отельчик, в наш подвальчик. Всем привет, и это ревью сегодняшнего дня. Дню я ставлю 10 из 10. Начался он немного скучно, мы немножко не словили вайб этого города, но все познается в компанию. Чудо какое-то, что мы нашли человека реально с нашим вайбом. В общем, мы совершенно случайно зарегистрировались на Давинчике, и, этот чувак показал нам всю эту самую изюминку Стамбула. Вообще райончики, которые сами бы мы даже не знали о их существовании и не пошли бы туда точно. Нас довезли до дома, нас не кинули, нас не ограбили и не убили. Прям до двери. Самое главное это концерт. Нас позвал на концерт. Гориллаз. Дальше смотрите, пошли мы или нет. Или все обломалось. Все, мы ложимся спать, потому что завтра нас ждет новый день. И пока. Всем доброе утро. Наш отель включен завтрак, по идее, и мы думали, что сейчас пойдем покушаем, наберем кучу с собой, чтобы на весь день хватило. Но я спускаюсь, спрашиваю про завтрак, и оказывается, что он закончился 5 минут назад. Завтраки до 9! Где вы вообще слышали, чтобы завтраки были до 9 утра? С 7:30 до 9. Сейчас мы попросили у менеджера нашего отеля немножко водички себе. И сегодня с утра я подошла, спросила у него же про завтрак. И до этого он был очень дружелюбный к нам. Сегодня, когда я просила воду, он как будто бы боялся меня. И такой... Окей. Потому что я посмотрела на него так. Это был грозный Славик Стейр. Завтрака не будет? Смотрите, какой паром. И это общественный транспорт, стоит он как метро. И так некоторые люди каждый день ездят на работу.
Смотрите, какие огромные круизы мы проезжаем. Когда-нибудь мы там тоже побываем. Это наш сегодняшний обед. Обошли 3 заведения, в итоге остановились здесь. Пахнет не зеленым, да. Стамбул разделен на 2 части — европейскую и азиатскую. Их разделяет пролив Босфор. Это единственный в мире мегаполис, расположенный сразу на 2 континентах. Европейская сторона, где живем мы, более туристическая, так как там находятся все основные достопримечательности. А азиатская сторона более умеренная и уютная, куда мы сейчас и приехали. Точнее, приплыли. Сегодня у нас такой чил формат. Мы не знаем, куда идти, ничего не продумали. И вот на ходу составляем себе маршрут. Привет. Как они заебали нахуй сигналить, просто все сигналят. Меня просто разносит. Смотрите, обычный домик. Там стоит кровать, и чье-то окно выходит вот на такой вид. Чья-то частная территория. Ой, тронул немножко, простите. Слива. Я сейчас расплачусь. Кто-то живет здесь. Нам туда. Зато представь, какой красивый вид будет оттуда. Извините. Мы купили какую-то штуку. Это тоже какая-то традиционная. Они стоят на каждом шагу. Вкусно? Это булка. Как вы поняли, в этот день завоза особо не было, поэтому к вечеру мы решили, что нужно исправляться. Всем привет, ребята! Мы пошли на встречу с каким-то рандомным чуваком. Вот его машина, походу, стоит, и мы должны сейчас в нее сесть. Она прям В этот вечер нам показали новые места Стамбула и покатали по ночному городу под шикарный плейлист. Спасибо Эмиру за такой экспириенс. Спасибо. Днем ем или нет? Обычная девочка, а вечером спускаемся в наш подвальчик. Вот тут мы и живем. Может показаться, что все так круто, но нет. Вот тут такой гараж. Ключица. Ой, ну тут у нас тут день. Всегда светит солнце. Вот мы пришли на завтрак. На этот раз успели. У нас есть небольшой шведский стол. Вообще, я считаю, что за ту сумму, которую мы платим здесь в день, факт того, что тут включен еще и шведский стол, это огромный лайк. Всем привет. Собрались на море. У меня сегодня будет вот такой образ на море. И вот такой. Выезжаем на Принцевы острова. Добираться до этих островов оказалось довольно долго. Сначала мы полчаса шли до метро, потом еще не знаю сколько ехали на нем. После метро шли до парома и еще час плыли до острова. И уже на самом острове где-то примерно час искали подходящий пляж. Я не представляю. Он тебе как приедет? Бля. Я видела в ТикТоке прикол, девочка написала, что она добирается до разных мест галопом, потому что это легче, чем бег, но быстрее, чем шаг. И как это выглядит? Заплатили за пляж 600 лир. Наконец-то пришли в море! Очень вайбово. У нас есть вроде бы 3 часа до закрытия этого пляжа, он работает до 6. А тогда мы поедем домой. Не теряйте, друзья. У нас все стабильно, охуенно.
посмотрите, как много водорослей. И вода какая-то мутная. Несмотря на то, что бирюзовая. Ой, мы выглядим как типичные русские туристы. Сейчас за полотенчиком вот так вот переоденемся. Вот, нас, короче, всех выгнали с моря, потому что время уже 6 часов. Вот мы нашли себе охрану. Он ведет нас с пляжа. Наш вожак стаи. Чувак чай стоит, кормит. Ой, он такой милый. Пришли мы, значит, покушать. Макарошки отварные, 1500 нов. А написано homemade food. Ну, должно же быть дешево. Комбо в Макдональдсе с Биг Маком стоит 1000 рублей, блядь. Мы сегодня кушали нормально крайний раз за завтраком в 9 утра. Время 10:30 вечера. Ой, мы снова зашли покушать в эту кафешку, где брали чечевичный суп, потому что тут очень приятные цены. Это просто лучшая еда в нашей жизни, блядь, клянусь. Мы сейчас как ничто другое это захаваем. Это просто мишленовское блюдо. Это самое лучшее комбо в моей жизни. Диана говорит, а знаешь, почему у нас в хлебе так много попок лежит? Потому что этот хлеб приносят каждому заказу, и люди то, что не доедают, они все сбрасывают и заново разносят. И эти попы никто не ест. И мы сейчас все это едим. Доброе утро. Сегодня что-то очень тяжело идет подъем. Мы идем на завтрак, запаслись мешочками, будем с собой забирать все. Вот так мы сели сегодня за столбом, чтобы проворачивать свои темные делишки. Ну что, ребятки, мы собрались, но вот так вот лежим и вообще не можем себя заставить выйти. Если мы еще говорили про прошлые дни, что у нас нет плана, сегодня у нас точно плана вообще нет. 13:00, мы вышли на улицу, впервые так поздно встали, собрались. Начинается квест. Выберись из лифта. Это мы на один этаж только поднимаемся. Тут так воняет сигаретами, они прям тут что ли курят? Неочевидный факт о Стамбуле. Там курят очень много и абсолютно каждый. Неважно где, в кафе, на улице, в магазине. Запах сигарет преследует просто повсюду. Вот вроде так смотришь очень красиво, но как только опускаешь взгляд вниз, происходит вот такое. Мы, короче, увидели то, что можно спуститься к камням, и сейчас сядем тут. Я просто говорю, какие мы отбитые, просто в туфлях на каблуках, в кроксах. Но скажите же эстетично. Привет, ребят. Показываем вам. Мы на море, Турция. Привет, наши будущие дети. Да, ваши мамы сейчас в Турции. Что сейчас было? Эти мужики, нахуй. У этого мальчика купили вот. Этот мальчик подходит, говорит, они вам купили, Настя, вам 2 воды. Мы говорим, нет. Он говорит, да они уже ушли, Настя, собирайся, прям орёт нас. Я говорю, я на башкирском сил начинаю ругаться. Нет, кит мелан. Ау, соу. Это кит мелан. И, короче, в итоге вот эта вода стоит, он нам ее вот так вот, ау, и ушел. Кинул и ушел. Такой он милый. Чё говоришь? Очень любит тебя и хочет узнать твой номер. Есть, но... Он читать не умеет, говорит, поставь мне вот так на звук. Понимаешь? Lodi. Представляешь? Arkadaş olarak senin numaranı istiyor. Очень твой номер как друга. Йок. Вот молодцы, ребята, работают, облагораживают парк. Elleriniz dert görmesin. Çok sağ olun. Hep sen mi ağladın? Ребят, мы искали кофейню, в итоге вышли уже на нашу улицу и нашли здесь тоже дешевую. И здесь уже суп по 90, что мы на убывание просто каждый раз идем. Нам принесли айс-латте с мороженым. Сейчас мы будем делать грязь. Делаем грязь.
Вкусно. Наконец-то добрались до местного супермаркета и берем воду. Я беру эту воду и говорю, смотри, как в Турции. Ну, правда, как в Турции. Итак, вот мы уже собираемся выходить на концерт. Да, сяй себес. Хаваем то, что натыжили сегодня за завтраком. Ну что, ребят, мы выдвинулись на концерт. Надеюсь, нас пропустят по липовым билетам. В общем, наши новые лучшие друзья Русика и Сердар рассказали о том, что в Стамбуле никто не проверяет QR-коды на билетах на концерт, поэтому мы можем попробовать пройти по одному билету все вместе. И мы решили действовать. Ура, мы нашли очередь. Такая суета опять происходит. У нас проблема, ребята, походу. Там начали сканировать билеты. До этого ни на один концерт билеты не сканировали. Но, казалось бы, наш идеальный план с треском провалился, потому что именно в этот день они начали чекать билеты. Ребят, мы на концерте Горилла. Слушайте, моя любимая песня играет. Но мы не отчаялись и пошли все вместе в кофейню, в которой просидели больше 5 часов, просто болтая о жизни. О, кот! Ты долбоёб, ты мог понять его. Давай. И чё они смотрят друг на друга? Ладно, все. Так, мы уже едем на такси, время 4 утра, мы только возвращаемся. Очень заметно пришло время, очень классно было. Да, реально, ребята очень классные, смешные, комфортные. Завтра приезжает Катя. Да, Катю ждем. Ой, блядь. Короче, таксист не туда привез. Мы сейчас бежим. И мы бежим галопом. Как Лина говорила. Итак, Катя должна была прилететь час назад. Она вообще не выходит на связь. Мы думаем, ну неужели она не сможет подключиться к интернету? В итоге мне пишет какая-то Елена, я такая не читаю, что за хуйня, типа. И тут... Ребята, привет, это я, у меня нет интернета, нет Wi-Fi, у меня автобус сейчас, вот я сейчас еду. Спасибо большое. Бля, Катя, нахуй, я так и знала, что она найдет способ. Итак, мы пришли на остановку, на которой должна была приехать Катя, но ее здесь нет. Мы уже ходим, не знаю, минут 15, ищем красноволосую девочку. Я все-таки думаю, у нее попозже автобус сейчас придет. Мы видим автобус. Опа! Красноволосая девочка. Привет. Спасибо большое, что проводили. Это наша новая ОП, Лена, которая нашу Катю спасла. Мы ей помогаем. Короче, ребят, пришли мы в отель. Катя не пускает. Мы заходим втроем. Он начинает меня сорать, типа, эй, блядь, куда вы пошли? Спрашивает, кто вот эта девочка. Мы говорим, Кате просто нужно оставить вещи у нас в номере, и все, и она выйдет. Он начинает меня сорать. Это тот самый, который, блядь, хотел с нами дружить, который подписался на нас везде. В телеге нам пишет, 50-летний какой-то мужик, нахуй. На меня прямо орет. Я ему говорю, в чем проблема? Мы доплатим деньги. Нет, он на нас, походу, реально обиделся, блядь. Что один дядя стоит, он хороший. Он сказал, типа, он допустил. В общем, Катю не заселили в наш отель, поэтому мы будем, походу, ночевать сегодня на ресепшене. Мы пришли в какой-то парк. У нас новый друг. Интернешнл компания такая, идем. Охренашечки. Охренашечки. Так, разминаемся. Иди нахуй. Нихуя себе баклажан. Не, ну ты в натуре кабан, блядь. Так, ребята, нам всем здесь от 18 до 22 лет. Окей. Нас развлекают как могут. С днем рождения всех. Слышь,
Да, ты же знаешь. Пришел дядя, у нас уже закончилось время. Они сейчас Сказала, сначала был спорт и все тело, нахуй, потом сейчас голос есть тоже, нахуй. Мы умрем. Нам принесли национальное блюдо балыкакмек. Мы не оставили свой отзыв, но нам не особо зашло. 5 из 10. 15 июля в Турции отмечается государственный праздник День демократии и национального единства, на который мы случайно попали. По всей стране проходят массовые шествия, повсюду развешивают флаги, а вечером проводят световое шоу. Кстати, в тот вечер у нас закончилась наличка, чтобы оплатить проезд на автобусе, но в честь праздника нам простили это. Все, пока. Так хорошо было. Спасибо. Все, да. Кстати, помните о том, что Кате не разрешили войти в наш номер? Так вот, вечером, пока администратор спал, мы тихонько на цыпочках провернули одну схемку. И у нас получилось втроем переночевать в номере. Мама криминал. Ну, мы поспали где-то 3 часа. Такой эстетичный завтрак. И выехали в аэропорт, потому что нас ждала следующая страна. это не смешно.